Марина стояла у окна, механически протирая и без того чистое стекло. Ее взгляд был устремлен в сад, некогда полный жизни и красок, а теперь превратившийся в молчаливый памятник ее страданиям. Прошло уже 2 года с того рокового дня, когда в дверь постучали 2 полицейских с известием, перевернувшим ее мир. Сашка возвращался с университета домой на выходные. Он всегда приезжал по пятницам, чтобы провести с ней время, помочь в саду, рассказать о своих успехах в учебе. В тот день шел дождь. Сильный ливень застал его на горной дороге. Теперь каждая вещь в доме кричала о его отсутствии. Его любимая кружка с отколотым краем, которую он никогда не позволял выбросить. Старые кроссовки в прихожей, которые она не могла заставить себя убрать. Фотографии на стенах, где его улыбка словно насмехалась над реальностью, в которой его больше нет. Весна пришла неожиданно, как всегда. Марина не заметила, как растаял снег и почки на деревьях начали набухать. Время для нее остановилось в том декабре, и смена сезонов казалась бессмысленной суетой. Именно тогда она впервые заметила Мишку. Сначала это был просто силуэт между деревьев, мелькающая тень в саду. Она не обращала внимания, пока однажды не услышала знакомый скрип старой яблони, тот самый звук, который раньше означал, что Сашка снова забрался на ее ветви. Мальчик сидел на той же ветке, где когда-то любил устраиваться ее сын. В руках он держал потрепанную книжку, и его ноги болтались в воздухе точно так же, как когда-то у Сашки. Что-то сжалось в груди Марины, когда она увидела эту картину. Присутствие Мишки в саду стало постоянным. Он появлялся после школы, иногда с рюкзаком, полным учебников, иногда с игрушками. Сначала Марина наблюдала за ним издалека, но постепенно начала выходить на крыльцо, когда он приходил. «А знаете, тетя Марина», — сказал он однажды, разглядывая засохшие стебли подсолнухов, «моя бабушка говорит, что цветы — это как люди. Они тоже грустят, когда их не любят». Эти слова задели что-то глубоко внутри. Марина посмотрела на свой заброшенный сад новыми глазами. Сколько времени она провела, похоронив не только сына, но и все, что они любили вместе. Постепенно Марина начала узнавать историю своего маленького гостя. Мишка жил с бабушкой в соседней деревне. Его родители развелись и разъехались по разным городам, оставив мальчика на попечении пожилой женщины. Может быть, поэтому в его глазах читалось то же одиночество, которое она видела в зеркале каждое утро. Однажды он принес старую фотографию. На ней был мальчик, удивительно похожий на Сашку в том же возрасте. «Это мой папа», — сказал Мишка. «Он тоже любил подсолнухи. Только я его совсем не помню». Марина долго смотрела на фотографию, а потом на Мишку, и внезапно поняла, почему его присутствие казалось таким знакомым. Он был сыном Андрея, друга детства Сашки, который когда-то жил по соседству, пока его семья не переехала в город. Весна медленно переходила в лето. Каждый день Мишка приходил помогать Марине в саду. Они вместе выпалывали сорняки, готовили землю для новых посадок. Его детские руки были неумелыми, но полными энтузиазма. А правда, что подсолнухи поворачиваются за солнцем? Спрашивал он, помогая сажать семена. Значит, они всегда знают, куда идти? Марина улыбнулась впервые за долгое время. Да, они всегда следуют за светом. Даже в пасмурный день они знают, где солнце. В один из дней, разбирая старые вещи на чердаке, Марина нашла дневник Сашки. В нем были записи о его последнем годе жизни, о планах на будущее, о мечтах. И там же она нашла письмо,
которое он так и не отправил, письмо Андрею. В письме Сашка писал о том, как скучает по другу детства, как хотел бы встретиться снова. И там же была фотография, 2 мальчика среди подсолнухов, счастливые и беззаботные. Теперь, глядя на Мишку, Марина видела в нем не только память о сыне, но и связь с тем счастливым временем, когда ее сад был полон детского смеха. Решившись, Марина отправила письмо по старому адресу Андрея. Она не знала, дойдет ли оно, но чувствовала, что должна попытаться. В конверт она вложила старую фотографию и записку с рассказом о Мишке. Ответ пришел через 2 недели. Андрей писал, что развелся с женой несколько лет назад, что часто вспоминает их детство с Сашкой, и что известие о его гибели стало для него страшным ударом. Он не знал, как связаться с Мариной, чтобы выразить соболезнование. В конце лета, когда подсолнухи уже вытянулись выше человеческого роста, к дому Марины подъехала машина. Из нее вышел Андрей, все такой же высокий, только в волосах появилась седина. Мишка, увидев отца, замер на месте. А потом медленно подошел, теребя в руках только что сорванный подсолнух. «Папа? Ты правда приехал?» Андрей обнял сына, а потом посмотрел на Марину. В его глазах стояли слезы. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо, что присмотрели за ним. И за подсолнухи. Сашка бы порадовался». Прошел год. Андрей вернулся в родные места, купил дом неподалеку. Мишка теперь часто приходит с отцом, и они втроем работают в саду. Подсолнухи по-прежнему поворачивают свои золотые головы к солнцу, но теперь Марина знает, они следуют не только за светом в небе, но и за тем светом, который теплится в наших сердцах. В своем дневнике, который она начала вести прошлой весной, Марина написала: «Сашенька, ты был прав. Подсолнухи действительно умеют исцелять души. Они принесли в мой сад не только новую жизнь, но и новую семью. И я знаю, что ты улыбаешься там, глядя на наш цветущий сад. И каждое утро, выходя на крыльцо, она встречает рассвет среди цветущих подсолнухов, которые теперь рассказывают не только историю утраты, но и историю возрождения, любви и надежды.